Всем привет! В эфире неудачная распаковка. Вот такой вот я начинающий блогер, который уже все распечатала, снимала вам по реальному, что мы заказали, рассказывала, что мы заказали с выключенным микрофоном. Поэтому снимаю, как оно есть. Давайте смотреть. Буду показывать уже все отпечатанное и все, что я подоставала с коробок, потому что в предыдущем видео микрофон, оказывается, не работал. Ну что, не будем расстраиваться, будем смотреть, что мы заказали в кемпер перед тем, как мы поедем в путешествие. Значит, две части. Техническая часть, касающаяся того, чтобы поменять масло, и бытовая часть. Начну с сложной технической, пока я не забыла, что как называется. Итак, вот эта штучка для того, чтобы раскрутить масло в моторе, да? Масляный фильтр. Чтобы раскрутить масляный фильтр. Вот. Потом мы заливаем вот это вот дешевенькое масло, которое стоит 13 евро. Едем на кемпере километров 20, катаемся, приезжаем, сливаем это масло. Вот такая удобная вещичка. Сливаем это масло и заливаем хорошее дорогое маслице, которое стоит 40 евро. Мы взяли две таких упаковки. Так. Это была техническая часть, но еще я вижу, что здесь есть фильтры. Начнем с самого большого. Фильтр. Вот, смотрите, это большой бигуть. Я понятия не имею, куда он будет ставиться, если честно. Вот. Ну, кто знает, тот знает. Потом вот такая штука. Ты мне говорил, а я уже забыла, что это. Помощь зала. Скажите, как это называется? Дизельный фильтр. Выяснили. Две вот таких коробочки, тоже написано фильтр, но я не знаю, что это. Звонок другу. Масляный фильтр. Масляный фильтр. То есть два масляных фильтра. Да. Почему? Потому что в моторе два фильтра, наверное. Нет. Мы же 2 раза меняем. Потому что мы 2 раза меняем. Сначала дешевое масло заливаем, а потом хорошее масло заливаем. Нет, сначала мы сливаем старое масло, всю жижу, правильно? Потом дешевое масло заливаем. И потом новое масло заливаем. Короче, высшая математика. Это была техническая часть, правильно? Все, что нам нужно для того, чтобы наш кемпер хорошо ехал и мотор хорошо работал. Короче, ребята, вопрос на засыпку. Кто хочет меня видеть, как я меняю впервые все эти фильтра, как я меняю масло? Я ни разу этого не делала. Пишите плюсики в комментариях. Если насобирается много плюсиков, я поменяю масло. Во всяком случае, постараюсь. Дальше мы переходим к бытовой части, к вещичкам, которые нам пригодятся в кемпере. Все вы, наверное, видели рекламу этой маленькой стиральной машинки. Вот такого вот ведерка. Здесь открывается крышечка. Вот крутится барабан. Надо, кстати, не забыть с собой тогда взять моющее, да. Вот. Я думаю, что здесь достаточно места, чтобы постирать, пару футболок, пару трусиков. Можно носочки закидывать частенько. Вот. И я думаю, что это будет классно. Попользуемся, и я обязательно дам фидбэк на эту штуку, потому что она многообещающая, но на самом деле я вот не знаю, насколько она будет эффективной. Так, вот здесь вот этот барабанчик сейчас снимается. Сейчас я его... Что он не снимается? Снимается. Крышечка тоже снимается, но можно вот так вот его складывать и
вот в таком вот виде с собой брать, возить и пользоваться. А потом мы еще взяли такой держатель для нашей камеры, на которую мы снимаем. Чтобы его можно было, этот держатель, крепить на окно внутри или снаружи кемпера и снимать вот красивые виды, снимать бытовую жизнь обычную, простую, как мы проводим время в кемпере. Потом у нас в кемпере жарко, кондиционера нету, естественно, он старенький. Мы решили взять вот такой вентилятор. Классный, прикольный, потому что вот эти все части, они вот в разные стороны крутятся. И я думаю, что этого нам будет достаточно. Я думаю, что классная вещь, незаменимая, если нету кондера. Дальше, пахучка в кемпер. Very nice. Потом по наклейкам. Ограничение наше по скорости хотим наклеить на задней части кемпера, потому что мы едем медленно, мы не хотим никого вводить в стресс, чтобы люди просто видели, больше мы не можем, и чтобы они нас спокойненько просто обгоняли. Для юмора и поднятия настроения другим пассажирам, да, попутчикам, вот, пожалуйста, старый и медленный, потому что это наш кемпер, старый и медленный. И вот такая вот черепашка. Передвигаюсь насколько быстро, насколько могу. Ну, то есть ползу как черепашка. Я надеюсь, что кому-то настроение поднимем. Так, я смотрю, что здесь пустые коробки. Это коробка от нашей Closest Hilti Cleaning. Или, как говорят в Англии, Clothes Healthy Cleaning. Напишите, пожалуйста, какое произношение правильное, более точное. Все, ребята. На данный момент была вот такая у нас распаковка, неудачная. Видео так и будет называться, неудачная распаковка, но какая она есть. Желаю всем побольше путешествовать, хорошего дня желаю и присоединяйтесь.